Приветствую вас, товарищи инвесторы и трейдеры. Всем добрый вечер, тем, кто смотрит в онлайне, и тем, кто будет смотреть в записи. Вот у нас сейчас уже начинается выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Сегодня я постараюсь для вас перевести основные моменты с данного выступления. Где-то буду синхронно, где-то последовательно, но, в общем, общую суть постараюсь вам передать. Надеюсь, это будет полезно и интересно. Ну что ж, предлагаю начать без замедлений, в общем-то, попробуем. Если будет что-то не так со звуком, то пишите в чат, постараюсь отрегулировать. Всем добрый вечер. Хочу начать с того, что сейчас происходят тяжелые времена в Украине вследствие нападения России. Финансовые последствия этих событий еще не определены до конца для мировой системы, для мира. Мы, как Федеральный резерв, намерены достичь поставленных целей в монетарной политике, а именно ценовой стабильности и высокого уровня занятости населения. Сегодня в поддержку этих целей Федеральная резервная система повысила ставку на 0,25%. Экономика достаточно сильная, при этом инфляция довольно высокая, но и рынок труда также довольно силен. И мы считаем, убеждены в том, что дальнейшее повышение ставки является оправданным решением. В дополнение к этому мы хотим сокращать наш баланс на следующих заседаниях. Экономическая активность усилилась на целых 5% по сравнению с прошлым годом. Достигнут значительный прогресс в ревакцинации и в открытии экономики. Также осуществляется фискальная и монетарная поддержка. При этом финансовое положение домашних хозяйств и бизнесов остается удовлетворительным. Распространение варианта омикрон-вируса повлекло, конечно, небольшой спад экономической активности в этом году, но с середины января количество заболеваний достаточно сильно снизилось. Although the invasion of Ukraine and related events represent a downside risk to the outlook for economic activity, FOMC participants continue to foresee solid growth. Несмотря на то, что события в Украине могут значительно повлиять на мировую экономику, тем не менее Федеральный резерв видит все-таки улучшение в экономике. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at 2.8%. Мы рассчитываем на рост ВВП порядка 2,8% в этом году. 2,2% в следующем году и 2% в 2024 году. Рынок труда также улучшается, и он довольно силен. Уровень занятости населения вырос на 1 миллион, то есть было создано 1 миллион рабочих мест. В феврале мы достигли уровней до пандемических уровней, немножечко достигнув отметок немного ниже, чем наши долгосрочные цели по занятости населения. При этом условия на рынке труда все же улучшились даже для работников с низкой зарплатой, также для людей, для афроамериканцев и мексиканцев.
As a result, employers are having difficulties filling job openings, and wages are rising at their fastest pace in many years. Зарплаты растут очень высокими темпами. FOMC participants expect the labor market to remain strong. Федеральная резервная система рассчитывает, что рынок труда останется достаточно сильным, With the median projection for the unemployment rate declining to 3.5% с уровнем безработицы, который упадет примерно до 3,5% this year, в конце этого and года remaining near that level thereafter. и останется на этом уровне после. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Инфляция остается все же выше нашей долгосрочной цели в Remains 2%. strong, and bottlenecks and supply constraints are limiting how quickly production can respond. These supply disruptions have been larger and longer lasting than anticipated, Сбои в цепочках поставок продолжаются дольше, чем мы рассчитывали. exacerbated by waves of the virus here and abroad, and price pressures have spread to a broader range of goods and services. При этом цены на многие... В общем, что повлекло перенос стоимости, заложенный в ценах многих товаров и услуг. Additionally, higher energy prices are driving up overall inflation. В дополнение к этому цены на энергоносители, повышающиеся цены на энергоресурсы, также влияют на инфляцию. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine will put additional upward pressure on near-term inflation. В среднесрочной перспективе на инфляцию также будет оказывать воздействие повышенные цены на сырую нефть из-за военных действий в Украине. Here at home. We understand that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Мы понимаем, что высокие цены, конечно, окажут влияние на базовые потребности населения. We know that the best thing we can do to support a strong И labor лучшее, что мы можем сделать для поддержания сильного рынка труда, promote along expansion, and that is only possible in an environment это продолжать дальнейшую экспансию of price stability. и ценовую As we emphasize in стабильность. our policy statement, with appropriate firming in the stance of monetary policy, we expect inflation to return to 2% while the labor market remains strong. Наши ожидания таковы, что мы надеемся вернуть инфляцию к уровню 2%, оставив при этом сильный рынок труда. That said, inflation is likely to take longer to return to our price stability goal than previously expected. При этом мы прогнозируем, что на это потребуется больше времени, чем мы предполагали изначально. The median inflation projection of FOMC participants is 4.3% Среднесрочный прогноз по инфляции 4,3% this year, в этом году 2.7% next year, and и 2,7% в следующем году, 3% in 2024. 2,3% в 2024 году. This trajectory is notably higher than projected in December, and participants continue to see risks as weighted to the upside. The Fed's monetary policy actions have been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Как я уже говорил, мы придерживаемся политики ценовой стабильности и высокого уровня занятости населения. Our policy has been adapting to the evolving economic environment, and it will continue to do so. As I noted, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate. Как я уже говорил, мы повысили ставку на 0,25% и продолжим это делать. The median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 1.9% Среднесрочный прогноз по ключевой ставке at the end of this year, 1,9% в этом году, point higher than projected in December. чуть повыше, чем мы прогнозировали в декабре. The median projection is 2.8%, В следующие 2 года ставка будет прогнозируется на уровне 2,8%, but higher than the median estimate of its longer run value. Of course, these что также выше, чем мы изначально планировали. projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Это лишь предварительный прогноз, и мы не знаем точно, какой будет экономика через год и более. Reducing the size of our balance sheet will also play an important role in firming the stance of monetary policy. Снижение баланса ФРС также будет играть значительную роль в монетарной политике. At our meeting that wrapped up today, the committee made good progress on a plan for reducing our securities holdings,
Сегодня был достигнут значительный прогресс в снижении активов на балансе. And we expect to announce the beginning of balance sheet reduction at a coming meeting. И мы планируем анонсировать снижение баланса на следующем заседании. In making decisions about interest rates and the balance sheet, we will be mindful of the broader context in markets and in the economy. Принимая решения по поводу дальнейших движений в ключевой ставке и сворачивания баланса, мы будем принимать во внимание текущую экономическую ситуацию. And we will use our tools to support financial and macroeconomic stability. И будем использовать наши средства для поддержания экономической стабильности. As we noted in our policy statement, the implications of Russia's invasion of Ukraine for the U.S. economy are highly uncertain. Пока что влияние событий на Украине, как я уже говорил, имеют неопределенные последствия для экономики США. In addition to the direct effects from higher global oil and commodity prices, Кроме прямых воздействий, таких как повышенные цены на нефть, the invasion and related events may restrain economic activity abroad and further disrupt supply chains. все эти события могут приостановить экономическую деятельность во многих странах и также возможны перебои в поставках, Which would create spillovers to the U.S. economy through trade and other channels. The volatility in the financial markets, particularly if sustained, could also act to tighten credit conditions and affect the real economy. Making appropriate monetary policy in this environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. Мы понимаем, что экономика эволюционирует непредвиденно, We will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. поэтому мы будем очень аккуратны в нашей последующей работе. And we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain moment. Будем стараться преодолеть все эти неопределенности в текущий сложный момент времени. We are attentive to the risks of potential further upward pressure on inflation and inflation expectations. Будем держать на контроле риск дальнейшего повышения инфляции. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. И The будем American economy is very strong продолжать придерживаться нашей политики ценовой стабильности, and well positioned to handle tighter monetary policy. ужесточать денежно-кредитную политику. To conclude, В заключение хотелось бы сказать, что мы понимаем, что наши действия, несомненно, оказывают влияние на сообщества, семьи и бизнесы по всей стране. Все, что мы делаем, является нашей общей миссией, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь наших целей ценовой стабильности и высокого уровня занятости населения. Спасибо всем, жду ваших вопросов. Let's go to Gina at the New York Times. Hi, Chair Powell. Thank you so much for taking our questions. I wonder if you could detail your thinking a little bit about how you're considering the risks of going too fast and potentially tipping the economy into recession, and how you're weighing those. Вопрос, как вы считаете, насколько резкими будут ваши действия, и не вызовет ли это рецессию в экономике? Risks against the Риск possibility of рецессии. going too slowly, allowing inflation to become embedded and kind of getting behind the curve. So, I guess I would start by saying that in my view, the probability Начну с того, of что, recession по моему мнению, next year is not particularly elevated. рецессия в следующем году еще не совсем преодолена. And why do I say that? Aggregate И почему я demand is говорю так? currently Потому что strong, and совокупный most спрос forecasters expect пока it что to остается remain so. If you высоким, look at the labor и прогнозы таковы, что он останется таким. market, also very strong. Conditions Рынок are труда tight. также сильный, Full job growth is continuing at very high levels. Household and business balance sheets are strong. при этом у нас остаются высокие заработные платы, при этом деньги у населения есть, And so all signs are that this is a strong economy и поэтому у нас есть все признаки того, что у нас сейчас сильная экономика. One that will be able to flourish, not to say withstand, but certainly flourish as well. Я думаю, что мы будем не только оставаться на этом уровне, но и продолжать in the процветать, face of less accommodative monetary policy. So даже в условиях довольно жесткой денежно-кредитной политики. I guess that's how I would say I'm looking at that. Of course, the objective is to
achieve price stability while also sustaining a strong labor market, and that is our overall objective. But we do feel the economy is very strong and well positioned to withstand tighter monetary policy. В общем, экономика остается также на сильном уровне, и мы считаем, что даже в условиях ужесточения денежно-кредитной политики мы достигнем нашей общей цели с ценовой стабильностью и высоким уровнем занятости населения. Thank you. Let's go to Howard at Reuters. Hi, Chair Powell. I was wondering, in the SEPs, you have quite a markdown to GDP from 4 to 2.8%. I'm wondering, how much of that do you feel is a result of the Fed's stiffer than expected action here? You talk about monetary policy operating with a lag, but is this going to bite quicker than expected? Вопрос про то, как он прогнозирует рост ВВП в условиях текущего ужесточения, монетарного ужесточения. I don't think that's a big piece of it, actually. I think some of that is just an early assessment of the effects of spillovers from the war in Eastern Europe, which will hit our economy through a number of channels, highly uncertain, but Я думаю, что такие прогнозы по ВВП уже заложены в наших прогнозах по связанных, точнее, с войной в Западной Европе. И сейчас мы видим высокие цены на нефть, на энергоносители. I think generally monetary policy works with a lag, so some of that would also be in there, but При этом монетарные меры, они воздействуют на экономику с некоторым лагом во времени. При этом наш прогноз в 2,8% роста ВВП все равно довольно сильный. А потенциальный рост находится в рамках от 1,3 до нескольких процентов за квартал. Это и вправду значительный и существенный экономический рост. Несмотря на то, что это ниже, чем наш предыдущий прогноз 5,9%, это все равно хороший рост. Поэтому это довольно сильный прогноз. В этом контексте, что заставит вас принимать решение о более жестком сворачивании стимулирования, то есть более быстром или более медленном повышении ставок? Ну, смотрите, так как каждый раз мы встречаемся вживую, мы будем смотреть на текущие условия. Если мы придем к выводу о том, что надо двигаться более быстро, то мы будем это делать. Не скажу вам точно, но есть такая вероятность в течение года. Thank you. Let's go to Rachel at the Washington Post. Thank you, Michelle, and thank you, Chair Powell, for taking our questions. I'm curious if you can be specific on when you expect to see inflation will start to come down, especially with the combination of rates going up, fiscal aid dissipating. Когда, по вашему мнению, инфляция пойдет на спад, учитывая from the economy and supply chains getting better, and if you don't все текущие события в экономике, перебой в цепочках поставок? Как вы будете нам об этом сигнализировать, о том, что инфляция падает? Как вы на это будете смотреть? И на что вы будете обращать внимание в течение года? До вторжения в Украину мы считали, что инфляция достигнет своего максимума в первом квартале этого года. Потом она начнет снижаться и устаканится ближе к концу года. Теперь у нас есть краткосрочные, опять-таки, факторы давления на инфляцию.
due to higher oil prices, not Опять-таки из-за natural высоких gas цен на not нефть, so much for us, немного на газ, our но не настолько сильно для нас, потому natural что gas supply, у нас есть свой газ. other commodities prices. The other thing is that you're seeing supply chain issues around shipping and around, lots of countries and companies and people not wanting to touch Russian goods. So that's Конечно, есть проблемы в поставках, и при этом многие люди сейчас не хотят иметь дело с российскими going товарами. to mean more tangled supply chains. So that could actually push out the relief we were expecting on supply chain И это, конечно, может сильно отодвинуть то снижение инфляции, которое мы изначально ожидали. generally. So I guess I would say that the expectation is still that inflation will begin to come down in the second half of the year. But if you Ожидания все-таки остаются таковыми, что инфляция будет спадать ближе к второй половине этого года. look at where I read the SEP headline median, we still expect inflation to be high this year. Но и, к сожалению, мы все-таки прогнозируем, что инфляция в этом году еще останется довольно высокой, Lower than last year. хотя будет ниже, чем в прошлом году. And then we expect, though, particularly with the effects of the war, but also the data we've seen so far this year, we expect inflation to remain high through the middle of the year. И к середине года все равно инфляция, к сожалению, будет оставаться Begin to довольно come down, высокой. then come down more sharply next year. И лишь потом она будет снижаться, и надеюсь, что довольно значительно уже в следующем году. Let's go to Nick at the Wall Street Journal. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, over the last 6 months, the Fed has shifted its policy stance quite a bit. 6 months ago, you were still buying assets. Еще 6 месяцев назад вы все еще продолжали покупать активы Most officials weren't projecting any interest rate increases this year. и не прогнозировали повышение ставки в этом году. And yet, despite the shift over the last 6 months, real rates are as negative today as they were. И при этом реальные ставки сейчас So how ниже, чем тогда. concerned are you that further inflation surprises will offset the effects of recent policy firming by leading real rates to stay at levels that do not actually provide much restraint to the economy? Thanks. So that's one of many ways of capturing the situation, which is that the committee really does understand that the time for rate increases and for shrinking the balance sheet has come. Ну, смотрите, мы все понимаем, и сейчас время для повышения ставок и сокращения баланса все-таки пришло. And I would just say, I would go back to Поэтому вернусь к тому, что экономика остается высокой, как я говорил. Tremendous momentum in the labor market. We expect growth to continue. It's clearly time to raise interest rates and begin the balance sheet shrink. Все-таки у нас наблюдается рост рынка труда, и поэтому сокращение I just баланса. wanted to say that as I looked around the table at today's meeting, I saw a committee that's acutely aware of the need to return the economy to price stability and determined to use our tools to do exactly that. И нам все-таки нужно использовать наши инструменты воздействия на экономику, чтобы достичь ценовой стабильности. You couched it in terms of real rates. I would say По поводу реальных ставок, если вы посмотрите на... close to or even above in many cases their estimate of the longer run neutral rate. So I understand that doesn't do it for real rates, but if you go out a year or two, many people are in their forecasts are having tight policy from a real interest rate standpoint. So that's something that we're focused on. Of course, it's a highly uncertain environment, and we don't know what's going to happen, but we do know that we're going to deploy our tools. В общем, что же касается реальных ставок, пока что не можем дать точного ответа в условиях колоссальной неопределенности текущей ситуации. To achieve our goals, and Поэтому мы будем использовать все возможные инструменты воздействия, чтобы достичь that наших includes the целей. price stability goal. Let's go to Victoria at Politico. Hi, Chair Powell. So looking at the summary of economic projections, you all have inflation coming down over the course of the year to 4.3%. And then you also have rates going up to what appears to still be below roughly what would be estimated to be the neutral rate, although I know that's a little bit uncertain.
Смотрите, несмотря на то, что вы повысили ставку, мне кажется, что она все равно недостаточно, чтобы достичь того нейтрального уровня. So I was just wondering, how much of inflation coming down do you see as actually being as a result Поэтому мне интересно, насколько вы видите снижение инфляции в of результате the Fed itself raising rates? действий Федеральной резервной системы по повышению ставок. And then also, if I could just ask, given that Sarah Bloom Raskin И withdrew еще her хотелось бы nomination, спросить, what do you expect to do with the regulatory portfolio? Do you expect to assign a governor in charge of that? что вы думаете о регуляторном воздействии? So sorry, tell me again your first question. My first question is, how much do you expect inflation to come down as a Okay. direct result of the Насколько Fed сильно вы actions? прогнозируете снижение инфляции в результате Okay, ваших мер? so part of inflation coming down at the very beginning is clearly to do with factors other than our policy, and those would include potentially the supply chains getting a little bit Часть успеха в снижении инфляции будет достигнута благодаря нашим мерам, а часть будет за счет того, что у нас наладятся цепочки better. Certainly поставок. base effects, you're lapping, as you know, when you look at a 12-month trailing window, you're lapping very high inflation in March, April, May, June of last year. И так как инфляция была высокая в мае, июне, июле прошлого года, сейчас, если смотреть на 12-месячный период, то сейчас, конечно, инфляция кажется So there высокой. should be some effects from that in the 12-month И picture. Really, what we're эти looking эффекты тех месяцев будут оказывать свое влияние, в общем, еще в течение этого года на именно величину инфляции. for, though, is month-by-month inflation coming down, and so Но при этом мы будем видеть постепенное снижение инфляции месяц к месяцу. it's really it's all the things we've been talking about. Это как раз те вещи, о которых мы говорили. Они не очень помогли. Including supply chains getting better, including labor force participation, all those things that have been sticking. И с учетом всех вот этих вот скользких вещей, таких как цепочки поставок, улучшение рынка труда. And not happening. But a big part of it is the base effects I mentioned as well. You know, I think Но большая часть, конечно, приходится на базовый эффект. monetary policy starts to bite on inflation and on Монетарная политика будет бороться с инфляцией. growth with a lag, of course. Ну и хоть и с некоторым лагом во времени. Поэтому мы увидим результаты этого ближе к 2023-2024 году. При этом надо помнить, что мы говорили о повышении ставок в прошлом году уже некоторое время. И некоторые показатели уже сигнализируют о том, что нужно повышать ставки. Это началось не сегодня. Эффект повышения ставки уже был заложен в рынок несколько месяцев как. Поэтому часы, время идет. И мы увидим все ближе во втором полугодии этого года. У нас есть обязательство действовать в рамках закона. С точки зрения регулятора, и мы это делаем. Мы делаем нашу работу, проводим стресс-тесты. Продолжаем отслеживать заявки на слияние и поглощение. We're working ahead. Of course, we don't have a vice chair for supervision, as you mentioned, but we're making do with the situation we have, and a good number of things have come straight to the board for approval. Но мы справляемся с текущей ситуацией и, в общем, работаем в обычном режиме. Let's go to Neil Irwin at Axios. Let's go to Neil Irwin. Hi, Chair Powell. It's Neil Irwin at Axios. Thanks for taking our questions. In the Statement of Economic Projections, we see a forecast of median 1.9% Fed fund rate at the end of the year, 2.8% end of next year. Вы прогнозируете среднесрочную ставку на уровне 1,9% в этом году и 2,8% в следующем году. Whether that aligns with your own expectations, in particular on that point of overshooting the long-term neutral rate. And also, if you can tell us anything about how that might be paced, front-loaded, back-loaded, how high is the bar for doing 50 at one meeting? Хотелось бы узнать, как это коррелирует с вашим собственным представлением о, в общем-то, действиях экономики, и хотелось бы узнать, насколько вероятно повышение на 0,5% пункта. So I don't, Neil, I've never
talked about my own SCP projection. It's in there, but I think Я, в общем-то, никогда не говорил о своих личных Fed ожиданиях. chairs have generally not done that because we just haven't done it. It's because we have to put together the consensus on the committee and present Поэтому я не выражал своей личной позиции, потому что нам нужно выработать консенсус мнения на заседании. that consensus. So I wouldn't talk about my individual one. Поэтому я вам не скажу And in своей персональной точки In terms of зрения. the pacing of it, I would just point out Что же касается скорости повышения that ставок, there's 7 remaining meetings this year. This isn't something we discuss or debate то так как у нас будут еще заседания, это еще не тот вопрос, который мы or agree on, обсуждали, but there's 7 remaining meetings and there's 7 rate hikes. но еще планируется 7 заседаний и, соответственно, 7 повышений ставки. I would add, there's also the Добавлю, the что shrinkage of the balance sheet, which также мы будем people сокращать do math баланс. different ways, but that might be the equivalent of another rate increase. Там, конечно, немножко другая математика, но он может быть эквивалентен повышению ставок. Just from the runoff of the balance sheet. So I don't know. We haven't made any decisions on front end loading or going steadily through the year. And as I mentioned, if you look at the SEP, a good number of participants do see more than 7 rate increases this year. And I can't give you. I'm not going to try to give you a really specific test for what it would take to do that, but I will say this though: we'll be looking at the data as they come in. We'll be looking to see whether the data show expected improvement on inflation. We'll be looking at the inflation outlook and making a judgment. And we'll be going. Each meeting is a live meeting, and if we conclude that it would be appropriate to raise interest rates more quickly, then we'll do so. А мы будем смотреть на следующих заседаниях, какая будет ситуация, и принимать решение уже будем на следующих заседаниях. Это вот коротко, что он сказал. Что-то никто ничего не говорит там у них. Сломали трансляцию. One second. Технические неполадки с их стороны. Давайте пока прочитаем чат. I'm gonna try one more time. Colby Smith. Или не прочитаем. Да, всем спасибо, кто смотрит. Пока ждем, когда у них там решатся технические неполадки. Спасибо всем, кто пишет в чат. Все вижу, все читаю. Okay, we'll come back to Colby. Let's go to Edward Lawrence. Кстати, вот Эрик написал в чате, что думает, что повышение ставки на 0,25 подтвердило неспособность ФРС видеть реальные проблемы в будущем. Это не принесет желаемого результата, и, скорее всего, на следующем собрании произойдет более существенное повышение. И, кстати, соглашусь здесь с Эриком. Тоже вот была такая у меня точка зрения, то, что сейчас они не собьют инфляцию таким незначительным повышением ставки, хотя они немножечко спасут рынок акций. Он сейчас сильно, видимо, не упадет. Yeah, thank you, Chair Powell. Thank you, Michelle, for the question. I have a more basic question. The last time the CPI inflation, I know you're looking at PCE, but CPI inflation was as high as it is was July of 1981 when the effective federal funds rate was 19.2%. But given the current data, how far behind the curve of inflation do you believe the Federal Reserve is in your mind? Что вы думаете по поводу базовой инфляции в США и, в общем, да, что вы думаете по поводу базовой инфляции в США? So I just would say a couple things. Скажу вам несколько вещей. We have the tools that we need, and we're going to use them. And as you can see, we have a plan over the course of this year. У нас есть инструменты воздействия, мы будем их использовать. У нас есть план на этот год. Будем повышать ставки и снижать баланс. Будем делать определенные шаги, чтобы удостовериться, что инфляция не растягивается еще и не становится еще больше. Если нам понадобится действовать более решительно в вопросе повышения ставки, мы будем это делать.
And then just as a follow on that, I wanted to get you on the record on this. What impact has there been on your job, given the fact that you... Вот это, конечно, весело. До прямой трансляции Lost you in такое. the middle of the question. Потеряли человека во время вопроса. Забавно. Edward, can you repeat that question? Просит повторить вопрос. The impact that given you're not actually confirmed and Governor Brainerd is not actually confirmed, has there been any impact on your job or the Fed's ability to handle inflation? None whatsoever. Okay, let's go to Colby Smith at the FT. Thank you, Michelle. Chair Powell, how concerned is the committee about the notable pickup in services inflation, which is perhaps less likely to self-correct? And to what extent does it alter both the committee's confidence that long-term inflation expectations will not de-anchor in the coming months, as well as the balance of risk that the Fed may need to raise interest rates further above neutral than indicated in the dot plot? Thank you. Thank you. So, of course, that's something we're watching report by report, and certainly we noticed it in the last meeting, and it's part of the overall picture. We have expected services inflation to move back up to where it was, and that's part of what's happening. Вопрос был про инфляцию в сфере услуг. Сейчас посмотрим, что он ответит. In the case of some services, prices are still getting back up to where they were before the crisis. In other cases, it's pretty clear that inflation has spread more broadly across services, and yes. Значит, инфляция распространилась довольно широко, при этом некоторые цены на некоторые услуги даже снижаются. In the meanwhile, we see some progress Это, on the конечно, good важно, но side, при but этом really мы in видим this прогресс. latest report, it was confined to vehicles, which is admittedly a large category. So, И видим значительный рост, конечно, цен на автомобили. you know, as I mentioned, the committee acutely feels its obligation to move to make sure that we Мы чувствуем свою restore price обязанность, stability, and чтобы is поддерживать determined to ценовую use its tools стабильность. to do so. И продолжим использовать инструменты для Thank you. Let's go to Steve поддержания ценовой Leisman at стабильности. CNBC. Thank you. Mr. Chairman, I wonder if you could help me understand the kind of logic, if there is one, inside the SCP here. As I look at the median forecast, for example, for unemployment, Я смотрю на уровень, среднесрочный прогноз по уровню runs безработицы. for the 3-year window below the long run rate. I look at inflation being above over the 3-year window, the long run, or call it the neutral rate, so the economy still runs hot. And that is all true in a regime when you run, at least for 2 years, the funds rate above the long run rate. So I guess my question is this: are you not give a forecast here that essentially suggests you will be continuing to run further behind the curve and never really get in front of inflation because the economy will continue to run hot? And kind of on a related issue, you said earlier, inflation will take longer to return to price stability than we had originally expected. Isn't that a choice you're making? And if so, why are you making that choice to let inflation run above price stability longer than you'd like? Вопрос был про среднесрочные, как сказать, повышение, в общем, то, что повышение ставок и сами ставки будут оставаться довольно высокими на большем промежутке времени, чем изначально планировалось. И вот хочет он узнать. Right. So if you look, first of all, you're looking at medians, but understand that it's not something we voted on. It's not a plan. But if you look, people do have their by the end of this year, broadly people are at or close to, or in some cases above, their estimates of longer run neutral interest rate. Okay. Значит, многие люди считают, что долгосрочно, честно говоря, не могу сейчас перевести. So продолжим. That should stop pushing. That should, in other words, that should be a removal of accommodation for monetary policy, basically. At the same time, we will have done significant balance sheet runoff, and you can think of that as further. In the next year, and just look. В общем, мы будем уже принимать меры, там продолжать сворачивание баланса. Median,
you're now above above the what people estimate to be the longer run median. Он говорил про долгосрочные и среднесрочные цели по инфляции и про ожидания потребителей. And also in many people's forecasts, that actually amounts to tight policy in real rates as well. So why does unemployment remain at 3.5%? I mean, a couple points. One is the connection between in the economy we had before the pandemic, the connection between inflation and the level of the unemployment В экономике до пандемии связь между rate was not very tight. инфляцией и ставкой была не такой But сильная, clearly what this is an expectation that но это было really вследствие amounts to the idea ожиданий. that wage increases, which are now running above the level that would be consistent over the long run with 2% inflation, will move back down to levels which are still very attractive, full economy full employment kind of wages, but not to a point where they're pushing up inflation anymore. And as I mentioned, there are a lot of factors causing inflation to come down. And the reality is there are many moving pieces, and we don't know what will actually happen. But no matter what happens, this is a committee that is determined to use its tools to make sure that higher inflation does not become entrenched. В общем, вы не поверите, но он опять сказал про то, что они будут использовать свои средства влияния, чтобы не усилить развитие инфляции. And so we are determined on that front, and we'll deal with what comes. Будем придерживаться нашего мнения. This is a modal or most likely expectation, but we'll Это та модель и наши ожидания, которым мы будем придерживаться, несмотря на, неважно, будет ли ситуация улучшаться или ухудшаться. Thank you. Let's go to Chris Rugaber at the AP. Hi, thank you. Well, let me follow up a bit on that. I mean, there are a lot of economists skeptical that you can reduce inflation as much as you've penciled in. Хотелось бы быть немножечко скептичным по поводу того, что вы можете снизить инфляцию, так как вы говорите, without raising the unemployment rate. без изменения уровня безработицы. And I'm wondering just what are the mechanisms you see in reducing demand? I mean, outside housing and autos. При этом же существует механизм снижения спроса. How do higher Fed rates reduce consumer demand unless it's Как вы будете поддерживать спрос, through если... higher unemployment? Thank you. Ну, в общем, как вы будете поддерживать высокий спрос и низкий уровень безработицы? Well, if you take a look at today's labor market, Если вы посмотрите на сегодняшний рынок what you труда, have is мы имеем то, что 1.7 plus job openings for every unemployed person. открывается 1,7 новых рабочих мест на одного безработного. So that's a very tight labor market. Это очень tight to an unhealthy level, I would say. жесткий рынок труда, даже слишком, я бы сказал. In principle, if let's say that our tools work about as you described, and the idea is we're trying to better align demand and Если вещи работают так, как вы говорите, supply, let's just say in the labor market, so it would actually, if you were just moving down the number of job openings so that they were more like 1-to-1, то даже если мы снизим количество новых рабочих мест в соотношении 1 к 1, you would have less upward pressure on wages. You would have у нас будет меньше давления на заработную плату. you would have a lot less of a labor shortage, which is going on У вас не будет нехватки труда, pretty much across the economy. We're который hearing from companies сейчас по that всей they can't hire всей enough экономике. people. They're having a hard time hiring. So that's really the thinking there. Is these are fairly well understood channels, interest sensitive, and basically across the economy, we'd like to slow demand so that it's better aligned with supply. Мы бы даже хотели немножечко снизить спрос, чтобы он соответствовал Give предложению. supply at the same time to recover, Дать время предложению восстановиться and get into a better alignment of supply and demand, and that over и получить более выгодное, хорошее соотношение спроса и time should предложения. bring inflation down. Все это будет способствовать тому, что во времени инфляция снизится. And I'll say again, though, И я повторюсь, we don't что have a perfect crystal ball about the future. у нас нет идеальной We're prepared to модели use our понимания tools будущего. as needed Мы to продолжим restore использовать price наши stability. средства, чтобы As восстановить I ценовую mentioned in my стабильность. opening remarks, without price stability,
Без ценовой You really стабильности can't have a мы не можем sustained period иметь of maximum employment. It's высокий one of our most fundamental obligations is уровень to maintain and restore, труда. in this case, price stability. So we're very committed to that. Of course, the plan is to restore price stability while also sustaining a strong labor market. План заключается в том, чтобы иметь ценовую стабильность одновременно с сильным рынком Is our труда. intention, and we believe we can do that. But Мы we верим, have что to мы можем restore это price сделать, stability. но при этом нам нужно восстановить ценовую стабильность. Okay, let's go to Scott Horsley at NPR. Thanks, and I apologize if this covers some of the same ground you just talked about, Mr. Chairman. I think I missed some of your answer there, but I have a follow-up question on the labor force. We have seen some gains in the prime age workforce in the last few months. I wonder what you anticipate when it comes to some of the older workers as the health outlook has changed. Are we going to see more recent retirees following Tom Brady back in the workforce, and what would that mean for wages and inflation? С точки зрения рынка труда, в общем, вопрос о людях уже, наверное, пенсионного возраста, будут ли больше увольнений и как это все скажется в целом на экономике? It's hard to say. You know, what we saw in the last cycle was that over the course of a long, steady expansion, labor force participation outperformed expectations. Сложно сказать, при этом мы понимаем, что рынок труда даже превысил наши ожидания. And that was just it was a tight labor market, but it was nowhere near as tight as this labor market, but Да, он был достаточно сильным, рынок труда был достаточно сильным, при этом даже сейчас он является прям очень сильным. tight labor market, and so people stayed in the labor force longer. It wasn't so much people coming back Люди in the labor оставались на force рабочих after местах retirement. и That's даже не not something возвращались that happens после in the увольнения. aggregate very much, but so that's what Это was не часто happening. происходит, And, you know, но это то, что more labor происходило. force participation is tremendously welcome, and of course our policy does not in any way preclude that. This Участие людей в рынке труда, в общем-то, не is a ограничено. situation where wages have moved up at the highest rate in a very long time. И цены подняли, оплата труда сейчас довольно высокая за все время. And people are able to quit their jobs and move to better paying jobs. Люди могут покидать свои рабочие места, переходить на новые рабочие места с более высокой заработной платой, в такой же индустрии или в другой. Поэтому сейчас рынок труда очень привлекательный для людей. И после ковида рынок станет еще более привлекательным. Все это хорошие вещи для страны, для людей. That do put inflation more at risk. That last part is we'll have to see whether empirically it works out that way, but you know, in principle it ought to help with inflation as well. It's not the only thing we're looking for though from inflation. We're looking for help from a number of different places and most importantly from our own policy. Конечно, оплата труда, расценки на оплату труда будут оказывать влияние на инфляцию, но мы также смотрим и на другие показатели. Okay, let's go to Rich Miller at Bloomberg. Thank you, Michelle, and thank you, Chair Powell. I'm sorry, I'm having some communication problems, so I've missed some of the stuff you've said, and my apologies if this has been asked. Since the FOMC met last January, financial conditions have tightened markedly. Equity prices down, treasury yields up, bond spreads risen, yield curve has flattened a lot, and even further this today, dollar is up. Is that welcome? And would you like to see more in order to achieve your goals? Thank you. So as you know, policy works through financial conditions. That's how it reaches the real economy, by just the mechanisms you mentioned. And remember that the financial conditions we had for the last couple of years were a function not only of very aggressive and appropriately so fiscal policy, but also highly accommodative monetary policy. The monetary policy settings that we put in place at the worst parts of the pandemic. So it is very appropriate to move away from those. And yes, that will lead to some tightening in financial conditions in the form of higher interest rates and just the sorts of things. We're not targeting any one or more of those things, but financial conditions generally
should move to a more normal level, so that because we know the economy no longer needs or wants these very highly accommodative stance, which so it's time to move to a more normal setting of financial conditions, and we do that by moving monetary policy. Честно говоря, я не очень ловил вопрос, поэтому не стал сейчас переводить. В общем, все то же самое. То, что нужны не только фискальные, но и монетарные методы, и сейчас они применяются, чтобы восстановить экономику к нормальному уровню. Финансовые условия таковы, что вы можете продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Мы смотрим на широкий спектр финансовых условий, и когда мы ужесточаем денежно-кредитную политику, мы думаем, что они будут влиять со временем на монетарную политику. Но это широкий список мер, несомненно, отразится на многих вещах. Но да, нам нужно перенести нашу политику на реальную экономику через финансовые условия. В нашем случае, благодаря ужесточению монетарной политики. Thank you. Just a little housekeeping note. Those of you in this call may be having some tech issues. If so, I understand the broadcast is coming through clearly on www.federalreserve.gov. So you might go there for the audio. Так, сейчас пропустим. And now we'll go to Jin Young. Hi, Chair Powell. I wanted to ask about the balance sheet discussion you had at this meeting. Can you Хотелось бы give us any спросить more про details? баланс. Did you discuss Можете whether дать to подробную cap информацию? runoffs or whether to increase those caps over what period, if there were any details? Как вы будете сокращать баланс, на протяжении какого времени? Спасибо за вопрос. Сегодня у нас был значительный прогресс по поводу параметров сокращения баланса. И сейчас мы в такой позиции, чтобы финализировать наше решение по поводу сворачивания баланса на следующем заседании. И это будет уже в мае месяце. Мы еще не приняли окончательного решения, но в общем-то, это то, как наша дискуссия была на протяжении последних дней. Добавлю несколько вещей, что мы будем брать во внимание экономический контекст, текущую ситуацию. Будем поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, чтобы избежать непредвиденной ситуации. I would say this. I don't want to get too much into the details because we're literally just finalizing them. Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что мы еще только подводим итоги этого решения. But the framework is going to look very familiar to people who are familiar with the last time we did this. Но многим будет знакома модель, по которой мы сворачивали баланс в прошлые разы. Однако это будет быстрее, чем в прошлые разы. И, конечно, это будет намного быстрее и ближе по дате. Я уверен, что будет более подробная дискуссия примерно через 3 недели, когда мы анонсируем параметры, на которые мы смотрим. Thank you. Let's go to Michael McKee at Bloomberg TV. Mr. Chairman, since September of 2020, you've been operating on С сентября 2022 года monetary policy framework that let the economy run hot to bring unemployment down. That seems to be over, but I'm wondering how you would describe your reaction function now. What is it that the Fed is trying to do other than bring inflation down? Как вы опишете вашу текущую реакцию на то, что вы пытаетесь снизить инфляцию, при этом повышать ставки до того, как инфляция достигнет приемлемых уровней?
Yeah, so I want to clear one thing up. Да, смотрите, хотелось бы Again, прояснить that один is момент that еще раз, что nothing in our new framework or in the changes that we made ничто в наших has изменениях caused us to wait longer to raise interest rates. не вызовет долгого ожидания повышения What we ставки. said in the framework changes was, and this was really a reflection of what had happened for the preceding couple of decades, actually. What we said was, if we see, low unemployment, high employment, but we don't see inflation, then we're not going to raise rates till we actually see inflation. Если бы у нас была низкий уровень занятости населения или высокий, мы бы не делали ничего со ставками так, как сейчас. That's what we said. And that was Это the то, что sense мы of it. говорили. There was no sense in which if we got a burst of really high inflation, we would wait to raise rates. That's Но нет никакого смысла в том, чтобы придерживать повышение ставки при высокой simply not in the инфляции. framework. In fact, quite the contrary. The framework is all about anchoring inflation expectations at 2%. Модель в том, чтобы устаканить ожидания по инфляции на уровне So I 2%. do hear this, that the framework, really, we can't blame the framework. It was a sudden, unexpected burst of inflation. Мы не хотим критиковать нашу собственную модель. Да, это был такой всплеск инфляции, And then it was the reaction to it, and и была it was реакция what it на was, это. but it was not in any И way случилось то, что caused or случилось, related, но caused это не by было or related вызвано to the framework. So нашими ошибками. come to today. Возвращаясь I к think сегодняшнему our дню, vision on this on the committee наше is very, very представление clear. What we see довольно is четкое и ясное, a strong labor market. We see a labor market with a потому lot что of мы momentum, видим сильный рынок great труда, job creation, большое and количество новых we рабочих see мест. the underlying economy strong. Экономика Balance sheets очень are сильная, strong. Yes, баланс there are тоже threats to довольно growth сильный. from Да, what's есть going on in угрозы Eastern Europe, того, что происходит в Западной but Европе, nonetheless, in the но base тем не case, менее, there's a pretty broad expectation в of базовом strong growth. сценарии у нас But все же inflation имеется is far высокий уровень роста above экономики, our target. хотя инфляция выше нашего таргета. And the help we've been expecting and other forecasters И have та been помощь, которую мы expecting ожидали from supply side improvement, со стороны labor поставок force participation, рынка bottlenecks, труда all those things getting better, it hasn't come. And so и других бутылочных горлышек, все это не we're реализовалось. looking now Это to не using our реализовалось. tools Поэтому to сейчас restore мы price смотрим на то, stability, and чтобы we're использовать наши инструменты воздействия committed to doing that. на экономику, достигнув ценовой And стабильности. you see that, I think, in the И summary вы economic видите, что projections. в некоторых наших прогнозах And you see экономических, that in the decision we make, and you will continue to see it in the decisions we make going в forward. общем, вы это все увидите, результаты этого всего вы видите в наших, уже видите в наших прогнозах. If I could follow up by asking, I guess what you'd call it is the Paul Volcker question. You don't think unemployment is going to rise significantly, but if it does that Вы думаете, что уровень безработицы не сильно возрастет, при этом temper your desire to keep raising rates? вы хотите продолжать повышать The ставки? goal, of course, is to Наша цель в том, restore чтобы price stability while also восстановить sustaining ценовую a strong labor стабильность market. и We have оставить при этом рынок труда довольно a сильным. dual mandate, and they're sort of equal. But as I said earlier, price Как я stability говорил ранее, is ценовая стабильность an essential goal. In fact, it's a важнейшая цель. precondition really for achieving the kind of labor market that we want, which is Это даже предпосылка к восстановлению, точнее, как к становлению рынка a труда strong and настолько sustained labor market. таким We сильным, saw the каким мы хотим benefits его видеть. of a long expansion, a sustained labor market. It pulled people back in, and there were really no imbalances in the economy that threatened the long expansion. The pandemic arrived. It was just a completely exogenous event. Но, в общем-то, случился черный лебедь в виде пандемии, поэтому все So that's how немножечко we're thinking изменилось. about it. We of course want to achieve Конечно, мы хотим достичь price stability with ценовой a strong labor стабильности market. But we do одновременно с understand also хорошим, that сильным really you рынком can't труда. have Но мы maximum понимаем, employment что for a мы не можем sustained иметь period without price максимально stability. So высокий уровень занятости населения одновременно с ценовой we стабильностью. need to Поэтому нам focus on нужно price stability in сфокусироваться на ценовой particular because the стабильности, labor market is so strong в основном потому, and что the сейчас economy рынок труда как раз-таки is сильный, so strong. We и feel like экономика the сильна. economy can handle tighter monetary И мы policy. чувствуем, что экономика может выдержать ужесточение монетарной политики. Thank you. Let's go to Brian Chung at Yahoo. Hopefully no tech issues here on this front. Wanted to ask just kind of the broad question about how you are communicating what the Fed's doing here today to the average American who might not be reading the dot plots or understanding what the SCP is. How is the 20... Хотелось бы прояснить в
целом людей, которые не совсем понимают, что происходит в 5 экономике. basis point hike today, and then the signaling on future Fed policy going to address the inflation that they're feeling at the stores on a daily basis. Как это все отразится на людях, обычных людях? Sure. So I guess I'd start by just assuring everyone that we're fully committed to bringing inflation back down and also sustaining the economic expansion. We do understand that Мы хотим, конечно же, сбить that инфляцию. these higher prices, no matter what the source, have real effects on people И эти высокие цены, конечно, имеют значительный эффект. and really high inflation takes a toll on everyone, but it's really Высокая инфляция, конечно, влияет на всех, especially on и в people особенности who на use людей, most of their income to buy essentials like food, которые тратят большую часть своего дохода на жизненно необходимые товары, такие как housing and еда, transportation. дом, Where, транспорт. I mean, we've all seen charts that show if you're a middle income person, you've got room to absorb some inflation. Но если вы человек со средним достатком, то вы можете все-таки, скажем так, совладать с If you're at the инфляцией. lower end of the income spectrum, it's Если же вы человек с низким very hard заработком, because you're spending most of your money то вы не already можете, on потому что вы уже necessities, and the тратите price большую часть своих средств на необходимые is going товары, up. So, but it's а при punishing этом for цены everyone. растут. Поэтому инфляция наказывает всех. So, it has been a difficult time for the economy, but Это we было do тяжелое время anticipate для that экономики, inflation will move back down, as I mentioned earlier. но мы надеемся, что инфляция It все-таки may take longer снизится, than we like, but I'm хотя confident это that we'll будет use our tools to более bring inflation длительно down. по And времени, чем мы you изначально asked about планировали. rates, so the way that works, I would explain, is И вы as we спросили про raise ставки, interest как rates, это that should работает. gradually slow down demand for the Если мы interest-sensitive поднимаем parts of ставки, the то economy. мы снижаем чуть-чуть And so what we would спрос. see is demand slowing down, but just enough so that it's better matched with supply, Да, спрос and будет that немножечко brings падать, но он будет сопоставляться с that bring предложением, inflation down и это over позволит time. снизить That's our инфляцию plan. на протяжении времени. Вот в чем заключается план. Thank you. Let's go to Jolene Kent at NBC News. Hi, Chair Powell. Thank you so much for taking my question and doing this today. My question is a follow-up to what Brian just asked. What is your message to consumers out there who can no longer afford the basics due Каков будет ваш ответ тем, кто не может сейчас уже позволить себе базовые товары первой to this необходимости high inflation? из-за высокой инфляции? Well, that is, yes, indeed. I mean, as I Да, just said, конечно, you на know, самом I think деле, we do я только understand что сказал, very что much, мы понимаем, and we very much take to heart that it's our obligation принимаем to близко к сердцу, to что это restore наша price обязанность stability. And восстановить ценовую стабильность. you know, we've had price stability for a very long У time, нас она and была на maybe come to протяжении take it долгого for granted. времени, But now we see и мы that, hey, принимали ее I'm как old enough to должное. remember what А теперь нам надо very high вспомнить, inflation was что like, and you как, know, и понять, как we're жить в strongly условиях committed высокой as a инфляции, committee to not allowing this higher но при inflation этом to become мы не entrenched, должны продолжить раздутие этой инфляции. and to use our tools to bring inflation Будем back использовать наши down средства, to чтобы more сбить normal levels, инфляцию which our обратно target к нашим is 2% inflation. уровню So we will 2% в do that, долгосроке. Мы and будем это делать. I just would want people to understand that, and that's but the И way я we хочу, do чтобы that is by люди raising поняли, interest rates and by shrinking our balance sheet. что повышение ставок и And сокращение so баланса financial conditions will become at the margin less supportive of various kinds of economic будет влиять на то, что финансовые условия будут ухудшаться, activity that will slow the что будет способствовать снижению экономической активности, while also allowing the labor market to немножечко remain снижению very strong. экономики, And но при the этом good рынок news труда is будет the economy сильным. and the labor market are quite strong, and that means the economy, we think, can handle interest rate increases. Так как рынок труда остается сильным, мы уверены, что экономика выдержит текущее ужесточение монетарной follow up политики. to that? You know, obviously the Federal Reserve walking this very complicated fine line, trying to avoid a recession. For the consumers out there who are worried about their jobs and a possible recession, what do you say to that? Что вы думаете по поводу потенциальной рецессии? Well, I say that our intention is to bring inflation back down to 2% while still sustaining a strong labor market, and that the economy is very strong. If you look at where forecasts are, Если вы посмотрите на наши people are прогнозы, forecasting growth that's люди прогнозируют рост strong within the context of U.S. довольно potential сильным economic output. с учетом So, влияния and we экономики expect США. that to continue. And Мы to the надеемся, что extent это продолжится. the data come in different, then of course our policy will adapt. И, конечно, But, наша политика we do будет believe that our адаптироваться. policy is the appropriate one for this При этом forecast, мы and we believe we can bring надеемся, что наша политика текущая является оптимальной. down inflation. We believe Она we can снизит do so while инфляцию sustaining a strong
labor market. The labor И market при всем при is этом рынок труда it's будет not довольно сильным. strong in the ordinary sense of the world. We have not seen a labor market where there were 1.7 job Мы еще openings for не every видели unemployed такого person, сильного рынка труда, когда у нас открывался 1,7 новых рабочих мест на одного or безработного. where there, if you add job openings to those who are employed, that's actually substantially a larger number than the size of the workforce. And then Все это даже намного превышает, чем потенциальный объем рабочей number of people who силы, actually count themselves as in the workforce. So this is то есть тех людей, которые причисляют к себе к работоспособному a населению. situation where demand is higher than supply. Сейчас And when ситуация в that том, что спрос даже превышает предложение. happens, prices go up. И когда это происходит, цены And повышаются. so we need to use our tools Поэтому нам надо to move использовать supply and наши demand back. And средства, чтобы we don't восстановить think we need баланс to do this спроса и alone. There will be предложения. other factors helping that Хотя, happen, конечно, будут but другие we факторы, certainly are prepared to способствующие use our этому. tools, Но мы, несомненно, будем and we will. использовать наши методы, инструменты. Thank you. Thank you. Let's go to Simon at The Economist. Thank you, Michelle. Thank you, Chair Powell. Sorry to take you away from inflation for 1 minute. May I ask about the sanctions on Russia and specifically the freezing of the central bank assets? Of course, that raises a similar risk for other sovereigns around the world and their biggest companies potentially. Any concerns about in the long term how this might affect the dollar's status as the preeminent global reserve currency? And in the past couple of weeks, have you had to deliver any kinds of reassurance to other central bankers around the world? Что же вы думаете по поводу того, что так как средства России в Фонде национального благосостояния были заблокированы, они сейчас не могут выплачивать свои долларовые обязательства, как это все, в общем, скажется на нас? Well, so of course, central bankers around the world are generally very in favor of these sanctions. But Все центробанки мира ознакомлены и поддерживают эти let me санкции say против this: России. sanctions are really the business of the elected government, and that's true everywhere. So the administration, the Treasury Department in particular, and other agencies, they create these sanctions. We're there to provide technical expertise, but it's not our decisions. And so I'm reluctant to comment on sanctions really much because В общем, не могу вам сказать по поводу санкций, again they're not for us. We have a very specific mandate, and these are потому что они немножечко не касаются нашей, скажем так, политики. these are really the province of elected governments, as I mentioned. So I'd have to leave it at that. So, sorry. И санкции это, по сути, Thank you. Let's go to просто Nancy ограничение для Marshall текущего Genzer at правительства. Marketplace. Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. You've been talking a lot about rising wages, which on the one hand is a great thing, but Что are у него we со звуком? possibly seeing the beginning of a wage price spiral? So the way I would say it is this: we first of all, I would agree with the premise that wages moving up is a great thing. You know, that's how the standard of living rises over time. Ну, первое, что хотелось бы сказать по поводу повышения заработных плат, это на самом деле то, что двигает уровень жизни, And it повышает generally it's уровень жизни driven over long periods by rising productivity. и даже повышает продуктивность труда. But what we have now, if you look at these the wage increases that we have, we look at a Но что мы имеем сейчас, если вы посмотрите внимательно на повышение заработной платы, that all measure different things. But right now they're all showing the same thing, which is that the increases, то по not многим the levels, параметрам but мы the видим то, increases что are running повышения at levels that are well above намного превышают what would be те уровни, consistent with которые на самом 2% деле должны быть inflation, our goal, при over инфляции в time. 2%. And that may be, we don't know how persistent that phenomenon will be. Мы не знаем, It's very насколько hard to say. этот феномен будет And устойчивым. that's really, I think, the sense of your question about a wage price spiral is that something that's going to start happening and become entrenched in the system? We don't see that. You can see, Мы for не думаем, что это example, продолжится. in some sectors that got very Хотя в high некоторых wage секторах increases early on, those wage increases look like they may have slowed down to a в некоторых таких горячих секторах возможно, что замедлится рост заработных normal плат level, but и к it обычному comes нормальному back уровню. to, you know, what I'm saying here, which is there's a misalignment of demand and supply, particularly in the labor market, and Как я уже говорил, that is сейчас leading есть дисбаланс спроса и to предложения, и wages это приводит moving к up тому, in ways что that they're not
заработные платы consistent with 2% повышаются, inflation over и time. они не соответствуют And so инфляции в we need to use 2%. our tools Поэтому мы будем to использовать наши guide inflation back down to инструменты, 2%. And чтобы that would be in the context of снизить an инфляцию к 2%. extraordinarily strong labor market. We think this labor market can handle, as I mentioned, tighter monetary policy. Ну, в общем, все то же самое говорит. Уже 10-й раз подряд повторяется он. Wages are moving up faster than is consistent with 2% inflation, but it's good to see them moving up, but it wouldn't be sustainable. Ну да, зарплаты повышаются намного выше, чем хотелось бы даже. При этом это не так плохо, и они могут быть даже еще выше. Но это все из-за дисбаланса спроса и предложения. This time we've gotten much less than expected, so it's not easy to predict these things. But we do expect that we'll get people coming back in the labor market, particularly as COVID becomes less Но and при less этом of a люди продолжат factor возвращаться на in рынок many труда people's со lives. временем, Something we all на протяжении того, как ковид будет уходить. wish. So that's how we think about it. Последний вопрос. Hi, Chair Powell. I think you said to the Senate earlier this month that in hindsight, the Fed should have moved earlier. And it sounds like Размышляя задним числом, кажется, что федеральную резервную систему надо было действовать более резко в прошлом. И сейчас, как вы думаете, ФРС не опоздал? После того, как вы подтвердили, что насколько мы находимся за кривой We don't have the luxury of доходности? 2020 hindsight in actually implementing real-time decisions in the world. So, Ну, смотрите, мы принимаем решения в текущем времени, поэтому so the question is, вопрос в том, the right question is, did you make the right decisions based on what you делаем knew ли at the мы time? правильные решения в тот момент времени, имея ту информацию на тот момент времени. But that's not the question I was answering, which is knowing what you know now. Но это не тот вопрос, на который мы отвечаем сейчас, так как теперь-то мы знаем больше информации. So I think if we knew now, Поэтому, если бы мы сейчас знали, что все эти проблемы с поставками и все остальное в совокупности будет так влиять, если бы мы знали, что это будет происходить, то тогда мы бы, конечно, понимали, что можно было бы двигаться более быстрее в вопросе повышения ставки. Конечно, это очевидно, но у нас нет такой удачи, чтобы видеть будущее. Поэтому это отдельный вопрос по поводу кривой доходности. У нас есть свои методы, инструменты, и мы сфокусированы на том, чтобы использовать их. И мы очень озадачены вопросом ценовой стабильности. Мы не хотим, чтобы инфляция стала еще больше. Никто, конечно, не хочет применять жесткие меры денежно-кредитной политики, чтобы снижать инфляцию. Поэтому сейчас наша задача в том, чтобы сделать ставки на таком нейтральном уровне как можно быстрее, насколько мы это на практике можем реализовать. Кроме того, если это будет оправдано, как мы видим, это оправдано, люди все-таки видят то, что реальные ставки будут превышать инфляцию, то есть доходность будет положительный. Хотя это вопрос многих предположений. Спасибо, мистер Джером. Всем спасибо. И на этом трансляция завершилась.
Так, благодарю всех, кто это смотрел, видел чат, даже читал. Давайте быстренько, может быть, пробежимся, если кто-то еще остался. Очень приятно, что сегодня было такое количество зрителей. Надеюсь, что было удовлетворительно, что вы что-то поняли, хотя наверняка все знают английский. Тем не менее, все равно благодарю всех за просмотр. Так, что у нас в чате? В общем, давайте подведем небольшие итоги. Своего рода ставку подняли на 0,25%, что, в общем-то, не так сильно, как могло бы быть. Временно это окажет поддержку рынку акций, при этом облигации сильно не упадут, поэтому государственные бонды США пока что будут еще не так востребованы, как они могут быть востребованы в будущем. Непонятно, насколько сильно все-таки они смогут сбить инфляцию, но вот сейчас вроде говорят, что должно все стабилизироваться. Хотя они подтвердили, что это будет не так быстро, как планировалось. В общем-то, я думаю, такой можно подвести краткий итог. Да, еще раз поблагодарю всех, кто смотрел трансляцию. Буду очень благодарен вашей подписке на канал. В дальнейшем будем улучшаться, будем с вами вместе следить за текущей обстановкой, мировой ситуацией. И будем рассматривать вопрос, как сохранить и приумножить собственные средства, вложения в американский рынок. Вот. Надеюсь, что буду полезен дальше, поэтому буду очень благодарен вашей подписке на канал и рекомендации друзьям. Наверное, на этом на сегодня все. Вот, если у вас еще будут какие-то вопросы, то задавайте их в следующих видео. Всем отвечу. В обязательном порядке. Вот, на этом у меня все. Желаю всем удачной торговой недели.